Добрый вечер. Меня зовут Марк, я художник, мне 25 лет. Я родился в городе Самара и живу в Москве. Сегодня 9 февраля. Вы находитесь на событии, которое называется «Il Grande Dolore» – «Большое горе». Это перформативная лекция. Его придумал художник и исследователь Витя Виллисов. Весь текст и инструкции, которые вы услышите дальше, написаны им, кроме тех мест, где я особо говорю от себя. С ним мы никогда не виделись в жизни, но Витя предложил мне быть медиатором его инструкции на этом событии. Некоторые вещи внутри работы нам с вами нужно будет делать вместе. От себя и от Вити я бы хотел попросить вас об искренней кооперации в следующие 2 часа. Это коллективная работа, и ваш, и мой опыт, и впечатления от нее в том числе, зависит и от вас, и от удачи, и совпадений. Спасибо большое, что вы нашли сегодня время, и этого события не было бы без вас. Часть первая. Рассказать в чем. Включается дежурный свет. Участники аккуратно кладут руку на ближайшее плечо персоны справа или спереди от них и задерживают руку до дальнейшего уведомления. Вы касаетесь живого человеческого тела. Это тело было рождено, за ним ухаживали и поддерживали в нем жизнь. Сейчас это тело – объект заботы и любви других людей и одновременно источник любви для других, даже если оно не отдает себе в этом отчет. Жизнь этого тела зависит от других тел во времена болезни и во времена здоровья. Это тело, в свою очередь, делает возможным жизнь других тел, не причиняя прямого вреда, помогая, где возможно, регенерируя, сохраняя
или хотя бы не разрушая наш общий жизненный мир, городские и негородские пространства, которые мы делим друг с другом. Пройдет несколько десятков лет, 50, 70, может 100. И никого из находящихся сейчас в этом зале не будет в живых. Раньше или позже тело под вашими руками обмякнет и растворится. Вы все, или почти все, не знакомы друг с другом. Теперь, когда слова о разделяемой нами смертности произнесены в помещении, стало ли вам подлинно горько за персону, на которой лежит ваша рука? Будете ли вы горевать, если завтра узнаете, что тело, которого вы касались только что, чьего лица вы даже, возможно, не запомните, сбил на машине пьяный мент? Горевали бы вы по этому телу, если бы не было этого касания? Участники убирают руки с плеч своих соседей. У человеческого тела довольно короткий срок годности. Это горько. Жизнь уходит из тела. Часто в силу естественных причин, но не всегда. Люди умирают в авариях, катастрофах, убивают себя, потому что в текущей версии мира несправедливо и неравномерно распределены не только материальные ресурсы, но и время, забота, любовь, красота. Многие остаются ни с чем и вынуждены уходить из жизни. Люди также умирают от организованного насилия, такого как войны. Прекращение жизни тел – это самая неотвратимая повседневность. Одновременно с тем, это одна из будничных вещей, которые человек никак не может уместить в голове. Смерть производит абсурдный, непредставимый разрыв в реальности. И этот разрыв происходит каждую секунду. Derrida пишет, что каждая смерть другого знаменует конец мира, любого возможного мира в его тотальности. В Старой Ирландии, когда человек умирал, гроб ставили на стол, и во время бдения в доме останавливали часы, потому что, столкнувшись со смертью, близкие оказывались в так называемой лиминальной зоне, в безвремени. Смерть другого – это горизонт моего существования. Это самый недоступный опыт для меня, и я не могу понять, какое место оно занимает для другого. Поэтому прекращение чьей-то жизни не может быть осознанно. Чужая смерть каждый раз уничтожает любую возможную точку ориентации. В 2015 году трое исследователей Шелдон Соломон, Джефф Гринберг и Том Пищински выпустили книгу «Червь в сердцевине. О роли смерти в жизни». В этой книге они предлагают масштабную теорию управления ужасом или страхом смерти. Суть теории в том, что люди – носители базового психологического конфликта. Они стремятся к выживанию, одновременно осознавая неизбежность собственной смерти, в основном непредсказуемой. Этот конфликт производит онтологический ужас, для сглаживания которого люди придумали целые системы культурных норм и верований. Авторы пишут, что страх смерти является основным драйвером всей человеческой деятельности. Многие антропологи сходятся в мысли, что именно понимание собственной смертности стало важнейшим фактором в создании религий, ритуалов, обрядов, морали и культуры вообще. Например, неандертальцы могли начать хоронить своих мертвых из чисто прагматических соображений, чтобы избежать неприятных запахов, распространения болезней или не привлекать внимание крупных хищников. Но затем
Археологические раскопки указывают на то, что сам акт похорон начал обрастать ритуальностью. В захоронениях начинают обнаруживать украшения и предметы быта. Сами форматы могил и склепов приобретают ритуальный характер. Человеческие общества придумали много разных способов реагировать на смерть. Наше восприятие смерти различно в зависимости от ценности и связи с утерянным объектом. Смерть – это крайняя степень психологической реакции на утрату. Самая ритуализированная из всех реакций на утрату – это горе. Долгое время до церковной реформации и зарождения современной науки в Европе горе и горевание воспринимались как исключительно религиозные чувства. Горевать по утраченному допускалось, но если горе растягивалось надолго или слишком захватывало человека, оно переходило в категорию греха. Роль ритуалов горевания заключается в том, чтобы дать выражению горя пространственные и временные рамки, чтобы горе не расплескивалось на повседневную жизнь и не препятствовало функционированию сообщества. Ритуализация горя делает более сакральными эти события. Чем более хрупким становятся связи внутри обществ, тем больше индивидуализируются ритуалы, а их эмоциональная насыщенность и временная протяженность сокращаются. Появление протестантской культуры сделало отношение человека с Богом частным делом, а общий настрой мужественно претерпевать жизнь сделал эмоциональные ритуалы трансгрессии горя неуместными. Вообще, создание и усиление религиозных институтов, а также негативное отношение больших церквей к неканоническим спиритуальным практикам оставили огромное количество людей без разнообразия телесного и духовного опыта, которым раньше была насыщена жизнь. Когда сегодня говорят о ритуалах, в основном речь идет о восточных культурах, коренных народах, племенах Африки или Азии. Существует это ориенталистское, экзотизирующее понимание или взгляд, что где-то там, но никогда не у нас, существует некий аутентичный ритуал или аутентичный ритуал. Во многом это справедливо, но история Западной и Восточной Европы тоже изобилует своими ритуалами горевания. Писательница Аманда Оппельт собрала несколько похоронных ритуалов европейской традиции. Один из них называется «Рассказать пчелам». Суть ритуала в том, что если в семье кто-то умирает, нужно пойти и рассказать об этом пчелам. Иначе они заболеют, умрут или улетят, олицетворяя дух погибшей персоны. В некоторых вариантах ритуала ули накрывали черной материей, в других двигали. Включается звук пчелиного улья. Участники расходятся по залу, ловят пчелу в кулак и шепотом рассказывают ей причину своего горя, после чего возвращаются на место. Summer sun had the chill of snow, for I knew she was telling the peace of one, gone, on the journey we all must go. Then I said to myself, my Mary weeps, for the dead today, happily her blind old grandsire sleeps, the fret and the pain of his age away. But her dog whined low, on the doorway seat, his came to his cheek. The old man said, at the church bell still, sound of the peace still now, and the song she was singing ever since, in my ears sounds on. Stayed for pretty peace,
lie not hands. Mistress Mary is dead and gone. Часть вторая. Русский плач. Существует стойкая ассоциация между гореванием и плачем. Физические слезы делятся аж на 3 типа. Базальные, рефлекторные и эмоциональные. Они различаются даже по составу слезной жидкости и причинам появления. Плач – один из самых древних элегических жанров. Он в связи с утратой встречается почти во всех культурах в самом древнем фольклоре. Эмоциональная напряженность плача зависит от места и времени. Нам знаком надрыв похоронных причитаний российских или колонизованных Россией народов, населения Восточной Европы, Ирландии. Но, например, в Японии и в некоторых ее регионах считается, что если горюющие прольют слезы, они затопят реку смерти, и дух ушедшего не сможет ее пересечь. В буддизме открытый эмоциональный плач считается как привязанность живших к ушедшему и препятствует тем и другим двигаться дальше. Яванцы, коренное население острова Ява, на своих похоронах тоже не допускают истерического горя или рыданий, стремясь создать тихую, сдержанную атмосферу смирения с утратой. Горюя, яванцы стремятся достичь так называемого чувства иклоса, то есть такого особого типа оцепенения, статического онемения от произошедшего разрыва. Антропологи и этнографы получили возможность записывать плач на аудио или видео только тогда, когда он почти изжил себя как подлинная практика. А существующие редкие записи фиксируют детей-плакальщиков или людей, которые едва помнят эту традицию. Я пишу этот текст в городе Отранто, в итальянском регионе Пуля. Это самый восточный город Италии. Весь этот полуостров называется Силенто или Силенто. В этом регионе в основном говорят на южноитальянских диалектах. Но в некоторых деревнях сохранился итало-румейский язык или грика, на котором говорило греческое или эллинизированное население Южной Италии. В 1960 году у документалистки Чичилии Манджини вышел короткий фильм «Стендали», в создании которого принимал участие сам Пазолини. Так вот, этот фильм фиксирует редчайший ритуал оплакивания умершего южноитальянскими греками на итало-румейском языке. Piangete, madri che avete figli, piangete con tutto il vostro dolore, che vi venga dalle foglie dell'anima che vi abbandonano prima del tempo. Viene la morte che non ci rispetta e ci ha tutti quanti segnati.
noci Nana nega no mu vedertiere Veni mia mare in compagnia Veni mia mare in compagnia Veni madre stessa delle to Gesù rinasce stave via Gesù rinasce stave via Giacanima, giacanima Gesù muore bongo ma Ehi la la re la re la Ti avrei preparato un canestro con tutta la tua roba. Chi ti preparerà il vestito quando verrà la... Ti avrei preparato un canestro con tutta la tua roba. Nessuno di tutti che qui stanno. Chi ti preparerà il vestito quando verrà la domenica. Nessuno di tutti che qui stanno. Tu resterai solo. Chi ti laverà la camicia, figlio mio? Te la laverà la lapide la terra. E chi te la potrà stirare? Te la stirerà la lapide la terra. Chi ti sveglierà, figlio mio, quando il giorno sarà alto? Другое видео показывает профессиональных плакальщиц Сардинии, которых пригласили на похороны убитого полицейского. At Orgosolo, in Sardinia, a young policeman was killed in a fight with bandits. He was 20 years old, born and raised here in the village. Perhaps for the bandits it was a planned killing, because even today, in their eyes, a Sardinian on the side of the law is a traitor. He was buried on Thursday morning, but throughout Tuesday and Wednesday, his body remained in the home of his mother. On Wednesday night, the best professional mourners came. For the more important dead, they travel all the way from Oliena, Fone, and Urzulei. They applied themselves so strenuously to their lamenting and weeping that at midnight they could be heard for miles. Then at 4 o'clock in the morning, the women from Urzulei changed places with those from Oliena, who had to return to their own town for another task. They were needed in the home of Domenico Pidu, whose wife had died the night before. В фильме Ильи Кожановского «4» 2005 года есть сцена с участием жительниц деревни Псковской области, которая аутентично передает похоронный плач тех мест.
Моя голова делать нечего. Бесконная запретительная ночи. Поглядите, какой на белом звездницу. А приятная холодит. Ой, мила сестрица Зоя. Приснилось что-то. Как рано опоздала. О, бесконная сбыть ножички. Взгляни-ка ты ложечка. Ой, ты гляди-ка, сколько рудничков, как приятно. Ой, Бога, пусть последний тебя проводит. Ой, милая сестрица Зоя. Ой, как мы будем тебя теперь забывать-то. Ой, Зоюшка, ой, милая. Ой, подумай-ка ты думай. Ой, как я ешала тебе лимончик. Глазами. Ой, сделай я тебе. Ой, милая Зоя. Ой, ну кассу ты на тебе, ой, переплетайся ты мне, вот что я на кассу, ой, на кассу я, ой, прибери-ка ты меня, ой, как мне труднёхонько, ой, как я теперь буду жить, ой, я топчу землю, топчу небо, никому я не нужны, ой, милый, ой, как рада была, ой, поглянь, сколько родишь, ой, поглянь, пусть они тебя присутствуют. В 90-е годы прошлого века карельское телевидение выпустило фильм про карелку Прасковью Савельеву из деревни Бендусельга. В годы Второй мировой она открыла в себе талант плакальщицы, и в следующем фрагменте она объясняет, почему обязательно причитать по покойнику. Pekassa, nyt kun kävimme tänne Kalmoilla hauvalla ja virsitin, niin aina kun pitää Pokojnikalla virsittyä. Pokojnikalla pitää aina virsittyä. Kässetti on stoveliissa virret ja yhteen pantu. Da. Ennen vanhoa ei pantu yhtä pokojnikkoa. Mua ei pantu ilman virsittämistä. Miksi ei pantu? Virsittää piti siksi sanotaan, pitää virsittää. Чтобы sanotaan, hän on ralimoi. Kun ei niin siellä sanotaan, ruvetaan se oli niin ralimoi, eikö sillä virsittää eikä raleittunutkin. Kun ei ole kylässä virsittäjää. Oot siellä puolet naprimera, virsittäjää ei ole. Kempäs sun kaimaa. Niin minut ei se luoni virrettä, meni kalajumia koitiin. Itse olet ne luotin? Luotin. Ja joo, nyt kirjoitettu. On kirjoitettu. Milloin on kirjoitettu? Millä? Maagditkona? Maagditkona. Ритуальный плач или причитание, или вопли – это даже не совсем жанр устной речи. Это скорее особая интонация, особый тип лексики. Не совсем распевный, но тягучий и с широким эмоциональным диапазоном. Считается, что именно такую речь слышат ушедшие. Использовать эту интонацию могли не все. Плачи в большинстве культур – это сакральная женская речь. Право на нее заслуживается особым авторитетом в сообществе. Часто это право достается женщинам, потерявшим мужей или детей, женщинам в возрасте и женщинам, пережившим много горя. Быть плакальщицей значит уметь дать форму и слово чужому горю, как своему собственному. Антропологиня и фольклористка Светлана Адоньева рассказывает, что в речи вопельниц легко проникали социальные мотивы. И одна из задач причитания – показать, как тяжело живется вдове, сиротам и вообще сообществу. Нищета, тяжелая работа, притеснение со стороны господствующих классов – это все проникало в записанные или в импровизированные тексты плачей. Плачей, записанных текстом, существует значительно больше. Тот же трехтомник Барцева. Первый том собрал похоронные и надмогильные плачи, третий том свадебные, а вот второй завоенные плачи, то есть плачи солдат. Введение Петром I рекрутской повинности, по которой солдаты должны были уходить на службу, по сути, на всю жизнь, нанесло такую травму народам, что старейший ритуальный жанр плача пополнился отдельным направлением. Обряд рекрутских проводов проходил следующим образом. Вынимали жеребий, и в доме выбранного молодца начинался печальный пир.
Пекут и готовят что могут, собирают на стол, угощают рекрута водкой, чтобы облегчить его горе. В дом приглашается вопленница. Это священная народная жрица, истолковательница семейного горя, облегчительница скорбящей души. Изображая это горе, во всей его глубине и широте, она своим заунывным и монотонным песнопением пробивает слезы у каменного сердца и через то облегчает дыхание груди, угнетенного внутренней тоскою. Участники разворачиваются к сцене. Шестерым из них предстоит читать по ролям. Встает первая персона, готовая читать за мать. И выходит на сцену. Теперь выходит персона, готовая читать за рекрута. Дальше выходит персона, готовая читать за первую соседку. За вторую соседку. За двоюродную сестру. Мать болит. Я чего-то сижу, мать бедна бесчастная. Сирота сижу теперь-то бесприютная. И на брюсовой сижу до белой лавочки. И под печальным косоватчатым окошечком. И под туманной стекольчатой околинкой. Я сижу, бедна горюша, призадумавшись. И чужих басенок, горюша прислушавшись. Подивуют некобы добродолюбие тетушки. И пресекаются порядочные соседушки, и знать на радости сидит, да на веселице, и на великой знать Господь Божией милости, и ей все укупи сердечные. Видно, детушки, я гляжу, смотрю, печальная головушка, и что ведь прибралась народ, да люди добрые, и не веселится у нас, да не за бабушки, и не стихи смиренные беседушки, и нечестные, да у нас приверовальница. Вот как этим учетным долгим годышкам и сочинилась грозно служба государева, и волновать неприятелей русской земли, и прислать стали указы государевы, и собрать стали удалых добрых молодцев, как на сходку ведь теперь на отечественную. И тут писать стали судьи неправосудные, и все критым жеребьем дубьевым. Ух, эти удалы добрые молодцы, и перед Господа глаза, да ведь крестили, и Богородице молитву утворили, и брали жребия до дубовые. И пойти надо во всю службу государеву, как сегодняшним Господом Божьим денечком. И хоть не скованы, да резвы у них ноженьки, только скованы ретивое сердечушка. И хоть не связаны бурлацкие белые рученьки, и обрестованы указом государевым, вот похаживать сердечно моя дитятка. И он по-доброму, хоромному стареницу. Да по буйной, то головушки покачивает, он желтыма кудеремка потряхивает. И молодецкима, то ручками помахивает. И он на память-то словечко спроговаривает. И говорит только с какой что-нибудь чуженка. Вступает рекрут. Знать судьба моя теперь, да все несчастная. Состигая, видно, жизнь да не таланна, состигая грозно службы государевой. И на роду видно, служба у меня вписана, и видно, на делу бураку доставалось. И не тоскуй, да молодецкое сердечко, не унывай, да молодецкая утробушка. Поглядеть-ка народ да добрый, и на печального бурлака, на младого. И я, и как хожу я по хоромному строеницам, и по светлую хожу, да я по светлицам. И я не пьян, да с горя, молодец, шатаюсь. Без воды, да резвят ножки подмываются. Без огня мое сердечко разгорается, без смолы моя утроба раскипается. Думушка бурлака пошибает, и ум за разум у бурлака забегает. Вы простите-ка души до красной девушки, как что сделается над добрым да молодцем,
как возьмут да в грозе службу государеву, и вы восполните души до красной девушки. И спомятит-ка бурлака размолодавым, вы на этих города искатен, о боже, и вы на тихих, на свирепых беседушках, помолитесь-ка старушке стародревним. Вы пречистой Пресвятой да Богородице, чтобы Господи, Владыка свет Твой помиловал, как от этой бы от службы государевой и возвратил бы подсудимую Богу стороночку. И рыболовушкой на сене бы онегушка, и меня пахарем на чисто бы на полюшко, и воскормителем желанным бы родителем, и не тоскуй, моя родители, родна матушка, и ты не плачь, мое желание горючим слезмы. И ты не дай тоски критливым сердечку, и ты обидушки позяблуют ромушки. Попит тетка. Я гляжу, смотрю, печальная головушка, и на сердечного любимого племянничка, и уж он ястушек горю не искушает, и медвяного питья не испевает. Он горючим слезам обливается, он великой кручиной утирается. Жаль душнёшенького победным головушкам нам сердечного любимого племянничка. И день к вечеру теперь докоротается, и красное солнышко к западу двигается, и наша дитятка с соседами прощается, и во слезливый путь дорожку отправляется, и не начаемся печальным и головушки, и увидать нашу скучную жемчужинку. И ты послушай, свет, сестрица с двуродимая, и как и ночей да была темная этой ноченька, и у тебя добросердечно мила дитятка, и была убрана хоть складней изголовица, и хоть ложился спать по позднему, по вечеру, и сговорили да тут скаченная жемчужинка, и я последнюю-то сплю до темную ноченьку, и я на этой на пуховой перинушке, и на убранном я на складне на сголовице. И ты послушай же родителю, родная матушка, и не клади да в сон победной буйной головы, и подле сядь да на тесовую кроваточку, и супротив да ты обидного сердечушка, и ты гляди, смотри, родитель, во белое лицо, и ты погладь да по бесчастной буйной головы, по бесчастным по белым грудям, и не жалей, зажги свечи да воску ярого, и темной ноченькой свечи горят туманится, и как бесчастный добрый молодец печалится, и неспокойно была темная ему ноченька, и знать, что ведая ретливое сердечушка, и ныне над молодцем великую несгодушку, и он не сном да темную почку коротает, и он горючими слезами обливается, и от победных молодецких его слезышек, и потонувши кругоскладнее сголовица, и полинявши на волычке шелковой, и с тоски смахне молодецки свои рученьки, и на печальную молодецкую головушку, и с горя рвет до свои желтые кудерышки. Попит соседка, у которой брат солдат. И ты скажи, да тепло красно мое солнышко, и как тоскую я по братьям породимым, и как бы мне кого печальные головушки, и были крылышком горюши бы гусиные, и были полеты победные лебедины бы, и я бы справилась, горюша поднималась, и выше лесушку победно бы дремучего, и побезродно бы на чужину сторонушку, и я водалной города бы незнакомый, и облетела всю Русью подселену бы, и повзыскала бы скаченую жемчужинку, и на пути да по солдатушках походных. Я по этим казармам показенным, и по часовенкам искала бы на спасении, и по зеленым лугам, да там над стражей. Я слетала бы за Онегушком. Я в океан до синим морешка, повзыскала бы по черным большим кораблям, и я по этим берегам да незнакомым, и признавала б Светушка братца родимого, и по солдатскому бесчастному белую личушку, и по печальным его ясным по очушкам, и по обидным по солдатским разговорюшкам, и знаю, ведаю, печальная головушка, и про его да я жизнь горькую бесчастную. И как в 3 года резвые ножки притоптались, и все солдатские сапоженка придержались, и по походушкам мандеры притаскались, и заболели-то солдатские его плечушка, и столько носятся раньше эти казенные, и подражали може белые его рученьки, и столько держача оружица военные, и притомивши то скаченая жемчужинка, уж он ходячий наш свет да по походушкам, и он стоячий победный караульщиком, все этих замков да у казенных. Плач продолжает мать.
Будьте прокляты, злодеи супостати! Вергай сквозь землю, ты нехристя поганая! И стискните вы кудрис поскоряя, и точите вы бритвы, повторяя, их уж вы брите да побеляя, ох, темни! Да мне тошненько, и кабы, мне не до бритва навостренная, не дала бы я и злодейной этой накрести, и над моим рождением наругатися, и распорола бы груди этой некрести, и уж я бы выняла ты сердечко тут песочнее, и распластала бы на серченые мелкие кусочки. И я нарыла бы корыто свиньям в месиво, а ей печень я свиньям бы на увидальнице. Вопит вторая соседка. И мы поэты по разливной, по красной лестничке, и мы ходить будем на широкой, на улочке, и мы глядеть будем в горище да поднебесное, и мы смотреть до перелетной малой птиченьки, и как увидим мы кокошку перелетную, и восклицать станем мы малую эту птиченьку, и на отдохе да на крылатом переноем, и на рассказ да на косовчатое окошечко. И ты иди, да перелетный сюда птиченька, и ты откуда летишь, да куда путь держишь, и со которой ты летишь, да со стороночкой, и ты за славного сияного Онегушка. Ты за этого океан да синее морешко, и ты птиченька к озенью век преклонится, и супротив, да ну она приглядится, и принесет да скоро птиченькую грамотку, и тут смахнет, да она правым этим крылышком, и тут и ронит скорописную грамотку, и супротив наших косенях окошечек, и тут мы возьмем скорописную грамотку, и мы сходим к писарям да хитромудрым, и рассмотрим да скорописную грамотку, как тоской да ей в письмо ведь запечатано, и сгорю мы слезмой кручинушкой написанной, и прочитаем мы печальные головушки, и тут узнаем про бесчастного солдатушку, и про злодеяну бедную жизнь, да про солдатскую, и не поставь огнев сказочно жемчужинка, что понакажу печальная головушка, и как служить будешь во службе государеве, и ты писать да на родимую свою сторону, и не уписывай с довольной белой светушку, и нам низких поклонов человечицу, и упиши, как сказочно жемчужинка, и про бесчастного горенька живлец. Обряд закончен. Участники возвращаются на свои места. Есть еще один сборник собраний фольклорных мечтаний народных России. Он был напечатан в издательстве «Советский писатель». Этот сборник называется «Русские плачи», и вышел он в 1937 году. Выключается свет. Конец второй части. Часть третья. Урбицид. Но что делать, если объект утраты больше, чем родной, близкий или незнакомый человек? Что, если объект утраты – это целый город? Я жил в Петербурге 4 года, с января 2018 -го. Он стал местом, где у меня впервые в жизни появилось ощущение дома, что это мой город, что здесь мое место. У меня случилась первая настоящая любовь с городом. Петербург вызывает у меня переживания вплоть до эротических. Я хочу быть в нем и чтобы он был во мне. Мне было хорошо, я не собирался никуда уезжать до 23 февраля 2022 года, когда за день до мы с подругой улетели в Ереван, чтобы сделать вакцину. Подруга с тех пор не возвращалась. Я же возвращаюсь теперь только как турист, как любовник в город, который был у меня отобран. Мое горе по городу
большое и настоящее. Я не буду подробно этим делиться. Но Петербург, несмотря на медленное разрушение и провинциализацию руками случайных менеджеров, стоит целый. Я могу в него возвращаться, хоть он и перестал быть моим домом. Но не всем так повезло. Каким может быть горе по городу, уничтоженному войной? Как Алеппо, Багдад, Сараево, как Грозный, Мариуполь, Кабул, Герника, Хиросима, Варшава. Одним из катастрофических последствий войн является тотальное уничтожение городов, урбицид. Когда счет уничтоженных тел слишком велик, когда индивидуальные страдания выходят за пределы осознаваемых, сам ландшафт становится объектом горевания. Ландшафт урбицида демонстрирует, что значит быть разорванным изнутри, вывернутым. В картинах урбицидов сама жизнь наглядно лежит в руинах. Существует жанр плача по городу. Его связывают с культурой Месопотамии. Первый такой документ плача по городу Ура относят к 22-21 веку до нашей эры. А затем, как известно в одной из книг Ветхого Завета, «Плаче Иеремии», зафиксирован плач по разрушенному в 586 году до нашей эры городу Иерусалим. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова великий между народами, князья над областями сделались данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья изменили ему, сделались врагами ему. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага, и отошел от чери Сиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли впред погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствий своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в дни прежние, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему, неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подполе у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, какая, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою, он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Правден Господь, ибо я непокорен был слову его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. В годы смуты, в 1612 году в Казани был написан плач о пленении и конечном разорении московского государства. Этот плач скорее о разрушении государственности, чем об урбициде, но там есть следующий отрывок. Вот отчего пала превысокая Россия и разрушился столь крепкий столб. Цари в ней жившие, вместо к Богу возводящей лестницы слов спасительных, кой рождаются от содержащихся в книгах истин, приняли богоненавистные дары, бесовские козни, волшебство и чародейство, и вместо духовных людей и сыновей света возлюбили детей сатаны, которые уходят от Бога и несомненного света во тьму, и не позволяли слуху разума своего воспринимать слова праведные. Однако ненависти ради, клевету на знатных слышали, ясно, и кровь множества народа из-за нее как реку пролила. И вместо непобедимого скипетра благоподражательной кротости и правды возлюбили гордость и злобу, из-за которой и тот, что прежде был пресветел, как утренняя заря, с превысочайшего неба низвергся и ангельской светлости и славы лишился. К тому же от великих знатных людей, от премудрых и до простолюдинов, и, короче говоря, от головы и до ног, все неисцелимыми струпьями опоясались, Содома и Гоморра, и прочими бесовскими бесчисленными язвами покрылись. И зато в начале голодом
обуздания ради были наказаны Богом, но немало не обратились с пути погибели на путь спасения. После того такая кара и гнев такой воздвиглись, какие немалого удивления, более того, слез достойны. И ни одна ведь книга апостольская, ни жития святых, и ни философские, ни царские книги, ни хронографы, ни летописи, и никакие другие книги не поведали нам о такой казни ни над одной монархией, ни над одним царством или княжеством, какая свершилась над превысочайшую Россией. Ближе к концу автор «Плача» с удивительным для 17 века оптимизмом уверяет, что теперь, когда все увидели и ужаснулись последствиям неблагоразумия правителей, потомки на этой земле будут жить в счастье и гармонии. Суть любого ритуала в повторении, в реперформативности. Через повторение и передачу между поколениями он выполняет свою функцию быть больше человеческой жизни, быть тем, в чем люди могут соединиться с прошлым и будущим. Но ритуалы не статичны. Сегодня, когда мир снова понемногу заколдовывается, люди все чаще обращаются к магическим и ритуальным практикам, придумывают собственные обряды. Исследовательница Карина Сас и Алина Коман в статье про изобретение личных ритуалов горевания пишет о подтвержденных функциях личных ритуалов. Они помогают либо утверждать связь с утерянным объектом, либо отпустить ее, помогают принять свое новое измененное состояние после потери. Ритуал работает как временной и пространственный ограничитель от переполняющих эмоций, с которыми бывает сложно справиться. Он дает чувство контроля над хаосом, горем. И бывает так, что придумать собственный ритуал – это кратчайший способ справиться с гореванием. Представьте, что город, который вы отчаянно любите, разрушен войной. В местах, где вы были счастливы, которые вы знаете вслепую, теперь серые руины. Участники закрывают глаза и представляют, что город, который они отчаянно любят, разрушен войной. Места, где они были счастливы, которые они знают вслепую, теперь серые руины. Чтобы отпустить связь с утерянным городом и вернуться к жизни, необходимо придумать собственный ритуал горевания. Участникам дается 7 минут на то, чтобы придумать ритуал горевания по городу, используя любые возможные символические объекты или действия. По истечению 7 минут желающие могут поделиться придуманным ритуалом. Включается звуковой файл с шумом длительностью 7 минут. Я как раз сейчас читал книгу «Научная работа» про ментальные ритуалы. Там говорится, что существовали такие ритуалы, которые можно проводить просто, например, начитывая какой-то текст, но при этом вспоминая все, что связано с этим отрывком. И самый частый текст, который мы слышим в своем городе, в таком, в котором есть общественный транспорт, это последовательность остановок, которую мы слышим с детства. Если воспроизводить этот отрывок, не отрывок, а вот эту ленту громкоговорителя, неприятно вспоминать каждую станцию, что у вас было, что с ней связано, что на ней находится. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Ленинский проспект. Ленинский проспект.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Шаболовская. Шаболовская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Октябрьская. Октябрьская. Переход на кольцевую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Третьяковская. Третьяковская. Переход на станцию Новокузнецкая и Калининскую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Театральная. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. Мне всегда с стрессом и грустью помогала справляться музыка. Я пишу песни, и я бы напевала песню про свой район, в котором я прожила всю жизнь. Мне сейчас 22. И я гуглила гимн этого района, но я его не нашла. Я написала в своем стиле, со своими там отсылками какими-то, гимн району Измайлова. Я бы пела его. Я живу в Измайлове всю жизнь, и здесь есть красивый лес, и мне очень нравится тут жить. В Измайлове есть маг, он очень крут, там шейха встретишь ты, измайловские уфники тебя убьют. Вы приезжайте к нам, у нас тут очень классно, в Измайлове жизнь так прекрасна. Прекрасно и опасно. Измайлова, ты в топе самых криминальных районов Москвы. От центра... Нет, сейчас... До центра 15 минут на метро или 2 часа ходьбы. Ну, там еще есть дальше, я не помню. Да, я немного не соглашусь с посылом перфолекции, с тем, что прощание с предметом должно сопровождаться горем. Потому что от нас уходит только физическое воплощение предмета или человека, но остается некая, трансцендентальная сущность, какая-то память о нем, душа, возможно, некое метафизическое воплощение, существующее над нашей тварной вот этой вот плоской реальностью. Вот. И поскольку предмет уже ушел, от него не осталось, скорее всего, тело, которое можно зарыть, нужно сделать некое материальное воплощение для вот уходящей из мира души. Вот в данном случае оригами. Вот. И, собственно, сесть перед ним, как перед покойником, посмотреть на него и вспомнить, потому что материальный предмет исчез, но он остался вот здесь. И, там, в раю. Или что еще есть. Да, вспомнить самый смешной момент, во-первых, потому что это прощение, это не горе, это как бы вспоминание всего хорошего. То есть, если, например, ты уходишь из помещения, ты прощаешься с человеком за руку и говоришь там что-то хорошее, что сегодня произошло, там, до встречи и так далее. Вот, и предмету ты говоришь что-то смешное, что произошло, как предыдущая девушка, она спела смешную песню, отчасти смешную. Криминал — это не смешно. Вот, смешную историю, а дальше ты вспоминаешь самую трогательную историю, связанную с этим местом, чтобы как бы вот укрепить вот эту связь и в следующем мире, в следующем воплощении снова через эту связь притянуться к предмету. Вот, и, наконец, ты смотришь на покойного и закапываешь его или сжигаешь. Вот, я думаю, здесь у кого есть зажигалка? Кто хочет устроить пожар в театре долг? И проститься с ним потом? Никто, все. Я очень любила Москву и хотела здесь жить всегда. Но сейчас для меня Москва в руинах. И нет ничего больше из того, что я любила.
Наверное, это смешно, но я буду скучать по фестивалю «Боль» и по старому ЦИМу. По Пушкинскому музею, который больше никогда не будет прежним. По выставкам в гараже. И потому что выставка Марины Абрамович была возможной. И, возможно, его больше никогда не будет. По безопасным улицам, по фестивалям еды. По Окупай-Абай. По Милому митингу на Баловой площади. По своим друзьям, которые больше никогда не вернутся. И когда они говорят о том, что они скучают по Москве, я грущу и очень плачу. Потому что Москвы, по которой они скучают, больше нет и никогда не будет. И мой ритуал просто помнить об этом и называть каждый раз вещи, которые были для меня важны. Может быть, они смешные, но они были правда важными. Я родилась в Московской области. И всю жизнь жила в Московской области, но в каждой каникулы, пока я училась в школе, и на все лето я с 0 лет уезжала в Беларусь, в город Могилев. Он восточнее Минска. И я его знаю наизусть, я его знаю лучше, чем мой родной город. Я чувствую связь с Беларусью больше, чем с Россией почему-то. И учитывая то, что я знаю наизусть, как дойти отовсюду и довсюду, вероятно, я составила бы себе маршрут, знакомые места, посетила все развалины, и я обнимала бы камни, куски стен, какие-то отлетевшие части от того, что раньше было зданием, от того, что раньше было городом. Я вообще думала, что Витя Виллисов будет. Я не знаю, очень странный момент. Потом я поняла, что его не будет, но уже как бы было поздно. Я хочу сказать про ритуал, что на самом деле надо наоборот никакого ритуала не делать, потому что то есть как бы когда вы какой-то ритуал делаете, да, вы реконсолидируете свою память, и вы вообще, не забудете это травмирующее событие, а надо, наоборот, как бы максимально о нем не вспоминать, убрать все вообще вещи, которые напоминают об этом, там, не знаю, перестать общаться с людьми, которые об этом напоминают, чтобы как бы это постепенно, вся эта память стерлась об этом травмирующем событии, потому что зачем это нужно, зачем продолжать это страдание, зачем как бы себе портить жизнь. То есть, мне кажется, если что-то плохое произошло, то надо, наоборот, все усилия направить на то, чтобы избавить себя от любых штук, которые могут стартануть вот эту реконсолидацию и так далее. И так постепенно все это забудется. Знаете, есть люди, которые вообще не помнят детство. Они его не вспоминают, они не помнят. Я плохо помню свое детство, например, потому что я стараюсь его не вспоминать и ограждать себя от этого. То есть все, что неприятно, не нужно его вспоминать. Я так думаю. Но если вы хотите, конечно, жить какой-то такой нормальной жизнью, но я думаю, что многие из вас просто не хотят
наоборот, это делать. То есть, скорее всего, вы ходите, там, не знаю, к психоаналитику, проговариваете свои детские травмы, бесконечно пишете в Твиттер про это, там, я не знаю, как в школе какой-то учитель вас домогался, и потом про это пишут «Медузы», и в итоге как бы 0 шансов, что вы когда-нибудь про это забудете, и ваша жизнь станет нормальной, вот. Но как бы я стараюсь не попадать в такие ситуации, если, в общем, кому-то хочется последовать моему примеру, то вот такой вот у меня способ. Но он не то чтобы 100% работает, мы все не идеальны, но лучше, короче, от этого отгородиться, понимаете, от всего вот этого плохого, что вас разрушает, чтобы не страдать. Но если вас, конечно, интересует не страдать, возможно, вас интересует страдать, чтобы создавать такие перформансы и, в общем, как-то оставаться в творческой среде. Вот. Непонятно просто, если ты не будешь вот этого все делать, то что ты будешь делать, петь песни как «Шаман», там, я не знаю, или Олег Газманов, или Лариса Долина, тоже, понимаете, не всем это подходит. Вот, ладно, спасибо. Получится название. Друзья, у всех действительно разные регистры переживания, чувства утраты. Даже такой сконструированный, в общем, как мы сейчас с вами попытались сделать через такое некое погружение. Вот у меня регистр, например, такой, что я уезжал из России на довольно, для меня долгий срок. И я начал в какой-то момент горевать и скучать. Я думал, что это совершенно не характерное для меня состояние. И в какой-то момент, когда я подходил к определенному растению, это было дерево, чаще всего где-то в горах, я сжимал лист этого растения, подносил его к себе и понимал, что меня откидывает туда, где гулял я, где я чувствовал, где я влюблялся, где ходили другие мои важные, ценные, родные люди. Такой ритуал появился, наверное, даже в какой-то степени у меня. Я думаю, что он повторился, если бы что-то произошло с моим родным городом. Среди палестинских беженцев, которых сегодня насчитывается почти 7 миллионов человек, встречается традиция хранить людей с гордостью и с горсткой руки палестинской в руке. Лагеря для палестинских беженцев существуют уже почти 75 лет. Люди живут там поколениями и умирают в этих по определению временных зонах. Каждый третий беженец в мире палестинского происхождения. Когда у людей отобрали дом и справедливость при жизни, ее просто не восстановили. Им остается хранить своих мертвых щепоткой той самой родной земли в руках. Выключается видео, конец 3-й части. Часть 4. Серебряные ветры. В 19-20 веке в западных обществах, горем, гореванием, трауром, скорбью произошло несколько процессов, которые радикально поменяло отношение людей со смертью. Условно эти процессы можно описать как профанация и вытеснение смерти. В большей степени это связано с эссе Зигмунда Фрейда «Горе и меланхолия» с 1917 года. В этом эссе Фрейд проводил различия между патологической и непатологической реакцией на утрату нашего объекта привязанности, в случае его смерти или исчезновения как объекта любви. Он пишет, что горе – это нормальная реакция на утрату, поскольку оно проходит со временем и никому не приходит в голову его лечить. А вот меланхолия, наоборот, болезненная реакция, патологическая. Она происходит при невозможности разорвать связь с объектом привязанности и мешает нормальному функционированию. Сегодня, из начала 21 века, мы уже можем сказать, что идея нормы или некой нормальной реакции на горе очень противоречива. Патогенные нормы и нормализации в 19 и 20 веке
было совершено оглушительное количество насилия, которое продолжается по сей день. Тогда были сформированы масштабные структуры дискриминации, которые процветают до сих пор. Психоанализ запустил процесс медикализации горя. В XIX веке скорбь, хотя иногда и рассматривалась как безумие, все же считалась состоянием души человека. А в XX веке нормализирующая психология и медицина превращают горе и горевание в состояние тела, которое можно исследовать и можно вылечить. Одновременно с медикализацией горя происходит и то, что историк Филипп Альерс называет медикализацией смерти. До начала XX века по всему миру забота об умирающем или умершем теле была в руках родных или сообществ. Люди умирали у себя дома, их мыли и наряжали в последний путь близкие люди. Похороны организовывались непосредственно родными. Разделить горе часто собирались целыми деревнями или сообществами. Вокруг этого были сложные ритуалы. Но в 20 веке формируется индустрия умирания и паллиативной помощи. Люди все чаще умирают в медицинских организациях. Происходит сепарация смерти от дома. Ритуал не проведешь в морге. Смерть становится стерильной. Но что еще важнее, происходит приватизация, индивидуализация и сегментация в горе. В 20 веке горе становится частным делом. Антрополог Джеффри Горер в тексте «Порнография смерти» и в книге «Смерть, горе и траур» приходит к выводу, что западные общества начали вытеснять смерть и табуировать разговоры о ней. Он пишет, что современные практики скорби характеризуются абсолютным отсутствием ритуала. Так, например, распространенная реакция на смерть в Англии 60-х – это вообще отрицание скорби. Философ Жан Бодрияр в 1976 году пишет: «Сегодня быть мертвым ненормально, и это нечто новое. Быть мертвым – совершенно немыслимая аномалия. Смерть – это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся от нормы поведение. Эти процессы – часть дегуманизирующей культуры капитализма и неолиберализма. В ней публичная сфера должна быть строго позитивной и незамутненной горем и страданием, которые отбирают у людей время и ресурсы для участия в производстве и потреблении. В 20 веке изучение горя и смерти в Европе было захвачено этой нормализирующей психологией. Но антропологи уже давно знают о горевании что-то, что психологи игнорируют. Горе – это не просто индивидуальная психологическая реакция на утрату. Еще регулятором горевания и скорби выступает культура общества. Это то, о чем напрямую пишет французский социолог Дюркей в своей книге 2012 года «Элементарные формы религиозной жизни», описывая агрессивные, кровопролитные, ужасающие обряды горевания среди австралийского коренного народа парумунгу. Он отмечает, что эта скорбь – неестественное, частное движение раненой души, а обязанность, накладываемая группой. На фотографии вы видите группу женщин народа Вурумунгу, оплакивающих погибшего. Люди рыдают не просто потому, что им грустно, а потому что их группа или общественный этикет склоняются их к этому. За 6 лет до Дюркгейма об этом же писал французский социолог Роберт Герц, объяснивший, что горе и горевание распределяются в соответствии с социальным устройством. Сегодня, когда ритуалы самых разных культур изучены и зафиксированы, мы точно можем сказать, что горевание везде происходит по-разному. Почему важно понимать, что ритуалы горевания – это социальный конструкт? Потому что ритуалы выполняют определенную роль, по которой можно судить о состоянии общества. Антрополог Альфред Рэдклифф Браун в своем исследовании 1922 года описывает ритуальные плачи племен андаманцев. Для индивидов эти ритуалы – способ сбросить напряжение и стресс. Но гораздо важнее их социальная роль. В коллективном плаче утверждается связь между всеми принимающими участие. Горюя вместе, андаманцы, как и многие другие племена или народы, заявляют публично: «Мы есть друг у друга,
Мы связаны. То есть без этой связи, утверждаемой перед всеми, не может быть и ритуала. Нас пытаются убедить, и как мы это можем замечать, в общем-то, успешно, что горе – это частное дело. Потому что когда горе становится подлинно коллективным, оно сразу приобретает политическое измерение. Когда огромная демонстрация шла к Белому дому в Вашингтоне, многие, чтобы развеять прав умерших от эпидемии СПИДа, родных и незнакомых людей, это стало публичным коллективным горем. Когда матери площадей Майо в Аргентине регулярно выходили на площадь в белых платках, требуя вернуть пропавших детей и наказать виновных, это публичное, коллективное горе, превращенное в политику. В Великобритании женщины из мирного лагеря Гринхэма, протестующие против размещения ядерного оружия и войн, в 1984 году шли к парламентской площади и выли, как древние вопленицы. Так воскресал старомодный ритуал против новых смертей. Аманда Оппельт, описывая ритуал звона в колокол в случае чьей-то смерти, говорит, что, как правило, когда умирал мужчина, колокол звонил 3 раза. Когда женщина – 2. На смерти женщины и детей под языком колокола подкладывали прокладку, и он звучал глуше. Даже в смерти, которая объединяет вообще всех, мужчины должны занимать внимание и место на 1 удар колокола больше. Эти дисбалансы встречаются в похоронных ритуалах по всему миру. В некоторых культурах женщины обмывают и одевают усопших, но не подпускаются близко к могиле во время похорон или не допускаются вовсе к похоронам или кремации. В исламской традиции присутствие женщины на похоронах нежелательно, потому что она может заплакать. Встречаются интересные примеры гендерных трансгрессий у шумеров. Это профессия плакальщица. Исхода она была женской, но жрецы богини Инаны, которых называли Гал, могли быть и мужчины. То есть это трансгрессивная гендерная традиция. Тем не менее, мы до сих пор обходили слона в комнате. Почему вопленицы и плакальщицы, исполнительницы похоронных и рекрутских обрядов, почти всегда женщины? На протяжении долгой патриархальной истории человечества женщина ассоциировалась со своей материнской ролью. Персоной, которая дает заботу, которая проявляет внимание, которая жалеет, потому что понимает цену человеческой жизни. Поэтому дело плакальщиц почти всегда женское. Дело мужчин – развязывать бессмысленные войны и уничтожать все живое. Дело женщины – оплакивать погибших и справляться с последствиями. Участники располагаются в широкий круг в центре зала. Центр круга вносится блюдо женских слез. Из участников поднимается одна девушка с достаточно длинными волосами. Эта девушка подходит к блюду, наклоняется и смачивает кончики волос. Выходит вторая девушка и делает то же самое. Выходит третья и перевязывает волосы обоих девушек узлом между собой.
Девушки садятся спина к спине в любом месте зала. Открывается зеркало. Включается звук водопада длительностью 5 минут. Все оставшиеся в зале тоже садятся по двое или трое спина к спине. Когда звук водопада становится достаточно сильным, порядка своих условий. Звук водопада стихает, участники возвращаются на места. Конец видео, конец 4-й части. Часть 5. И по тебе. Мы с вами находимся на перформансе, жанре, который как театр, образ из ритуала. Перформанс, как и ритуал, идеальное бессмысленное дело. За редкими исключениями. Он не производит никакого влияния на окружающий мир. Этим он выгодно отличается от деятельности, которая считается реальной в патриархальном мире. Захват и эксплуатация земли, оккупация чужих тел и времени с целью выжать из них производственные мощности, уничтожение жизненного пространства ради абсурдных идей и расширения собственного влияния. Обрывать горе или не горевать вовсе – это чисто мужская капиталистическая история, делающая жизнь других людей неоплакиваемой, превращающая жертв войны и катастроф в побочный ущерб. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» вице-губернатор Кемеровской области назвал митинг, вызванный горем по жертвам, спланированной акцией, направленной на дискриминацию власти. После фильма Дудя про Беслан одним из самых адских комментариев была реакция Артемия Лебедева, который удивлялся, почему матери Беслана просто не могут похоронить своих детей и жить дальше. Когда я делал лекцию про связь времени, войны и идентичности, я читал интервью с родственниками жертв геноцида в Руанде, это Африка. Они рассказывают, как со временем превратились из популярных жертв в непопулярных, потому что все устали от разговоров о геноциде. Неолиберальная экономика требует оставить негатив позади и двинуться дальше. Но горе этих людей продолжает быть с ними, потому что справедливость не была восстановлена. Через 10 дней после теракта 11.09 президент США Буш заявил, что время прекратить горевать и начать действовать.
Это запустило так называемую войну с террором, один из самых ужасающих процессов милитаризации. Насилие не становится меньше, и импульсом к этому служит чисто мужская патриархальная сила, силовой ответ, прекращая горе и горевание, считая это пассивной практикой и, в общем-то, женской реакцией. Но может ли горе кончиться? Может ли оно быть прервано или исчерпано? Возможно ли ситуация, описываемая Фрейдом, когда связь с утерянным объектом окончательно отпускается? Философ Жак Деррида пишет, что горе никогда не может быть завершено, и оно никогда не может быть отделено от меланхолии, потому что горевание – неизменная форма нашей жизни. Деррида говорит, что горе начинается не с чьей-то смертью, а с чьим-то первым вздохом, следом в этой жизни. Когда в твоей жизни появляется другой человек, знание о его неизбежной смертности конституирует тебя. Деррида пишет, перефразируя Декарта: «Я скорблю, следовательно, я существую». Совершенно неожиданно Деррида пишет про дружбу, что дружба тоже с самого начала конструируется этим разделяемым знанием, что когда-то двое из друзей, кто-то из них умрет, и одному придется хранить другого. Каждая смерть другого – это конец света. Он пишет: «Ничто не способно меня убедить, что личный траур менее серьезен, чем ядерная война». Мысль о безостановочном непрекращающемся горе как форме нашей жизни может звучать депрессивно. Никто не хочет все время жить в горе. Но если понять горевание как статичную ситуацию жизни, это может привести к этическому перевороту, безусловно, наше общество, о которых пишут Джуди Батлер. Один из ключевых вопросов, проходящих сквозь их тексты про войну – организованное насилие и горе. Какие тела считаются оплакиваемыми, а какие нет? И почему? Почему жизнь одних людей более ценна, чем других? Медиа публиковали имена и фотографии 200 израильских заложников в секторе Газа, но имена почти 25 тысяч палестинцев, убитых несоизмеримым силовым ответом, никогда не будут опубликованы. Горевать и превращать горе в политический ресурс не значит сидеть в оцепенении. Это медленный процесс, который развивает в нас самоидентификацию и понимание страдания другого человека. Потеряв кого-то или что-то, человек задает себе вопрос: кем я стал, что от меня осталось после этой потери, насколько другая персона уязвима к такой же потере. И это может стать отправной точкой для более подлинного понимания уязвимости других людей. Когда ты чувствуешь уязвимость как общую, как разделяемую всеми, как объединяющую тебя со всеми другими людьми, ты начинаешь критически смотреть на условия жизни, в которой одни тела уязвимее других, и чьи-то жизни более оплакиваемы. Мир без горя – это мир, где другие люди нежелаемы и неоплакиваемы. А значит, можно устраивать любые бойни. Можно верить или не верить в эзотерический нарратив о том, что мы все связаны, но, во-первых, социальные философы вроде Батлер, Харауи и других наглядно показывают это, а во-вторых, мы действительно все делим эту онтологическую ситуацию неизбежности смерти. И если мы не делаем из этого выводы о необходимости беречь друг друга, о необходимости горевать, значит, урок не был усвоен. В 1623 году английский поэт Джон Дон писал: «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши, и если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса и разрушит замок твой и друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, о ком звонит колокол».
он звонит по тебе. В чувашских рекрутских обрядах на заключительном этапе проводов рекрут обязательно целовал всех присутствующих жителей деревни, а их могло быть 100-200 человек. И рекрут обязательно целовал всех, потому что это было взаимообещание быть вновь вместе. Батлер в книге «Уязвимая жизнь» описывают, как люди связаны друг с другом по факту наличия тела. Тело по определению формируется социально, оно несет отпечаток заботы или насилия других тел. До определенного возраста они вообще не принадлежат его носителю. Полностью автономное тело невозможно. Они пишут: если я перемешана с тобой, это значит, что и ты уже перемешан со мной. И значит, я нигде без тебя. Если я перемешан с тобой, это значит, что и ты уже перемешан со мной. И значит, я никогда без тебя. Граммар. Тихо, тихо. И я нигде без тебя. 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 Родная матушка пришла, говорила бы я с нею, говорила бы я с нею, всю ночку до свету. Посоветуй мне, мати, посоветуй мне, мати, а ли тут мне жить, а ли тут мне жить, а ли тут мне жить, а ли проще отойдите, живи, дочка, живи, живи, дочка, живи, а как я проживала. Расти, дочка, дети, расти, дочка, дети, а как я удрастила, а горюй, дочка, горя, горюй, дочка, горя, а как я горювала. Ходи к матушке в гости, ходи к матушке в гости, пока матушка жива, пока матушка жива, пока матушка жива, когда роженика мила, а как матушка умрет, а как матушка умрет, дорожка зарастет, а зарастет и дороженька, зарастет и широкая, травой и зморовою,
червь. И пусть мои спутницы-девственницы рассказывают обо мне в печали и плачут по мне все дни. Все деревья, склоните свои ветви и отплакивайте мою юность. Все звери лесные, придите и оплачьте девство мое, ибо годы мои сократились, и время жизни моей состарилось во тьме. Когда город разрушен, когда зеркала завешены, остановились часы, от тебя отвернулся даже родной отец, и все пчелы улетели или умерли, все, что остается, тоску мою. О, луна, храните печаль мою. О, травы, трепещите, как я трепещу. О, деревья, склоните голову, как я склоняю. О, цветы, увядайте, как я увядаю. О, деревья лесные, цепенейте, как я цепенею. О, озера, от моих слез сделайтесь вы соленые. О, камни, хватит моих слез, чтобы источить вас. О, реки, хватит моих слез, чтобы вышли вы из берегов. О, велик океан, но больше горе мое. Глубокий океан, но глубже горе мое. Страшна буря, но страшнее горе мое. В 2022 году, случайно уехав из России за день до 24.02, я впервые в жизни объездил почти всю Европу. Я впервые в жизни увидел очень много красоты. Через 10 месяцев со мной случилась большая любовь. Через 11 мне нашли рак. Через год вырезали его в городе, который я люблю больше всего на свете. Я, кажется, впервые в жизни научился дружить, стал более открыто любить и испытывать гораздо больше нежности. Последний год я живу в состоянии непрекращающегося счастья, чего у меня не было никогда до этого в жизни. Некоторые мои друзья тоже говорят, что только сейчас у них началась жизнь. Несмотря на это, текущее время моей жизни отравлено горем. Иногда ты просто зависаешь на улице, в магазине, дома. Сейчас я пишу этот текст и зависаю, глядя в окна, вспоминая об оборванных связях с пространством, с людьми, с языком, думая о потерях других людей, знакомых и незнакомых. Батлер пишет, что в такие моменты возникает вопрос: а кто я теперь? Кто я без тех нитей, которые меня связывали с пешеходами Невского проспекта, с посетителями булочной Вольчика, с людьми, встречающими закат на Литейном мосту? Это не эмоция, а аффект. Эмоции человек испытывает, а аффект обнаруживает себя. Философ
Брайан Масуми пишет, что аффект по определению социален и образуется из связей с другими. Важнейшая цель ритуала и перформанса в создании вот этой коллективной аффективной зоны, состояния аффекта. Так вот, посреди моего частного счастья я постоянно нахожу себя в общем аффекте горя. Меня воротит от людей, которые не могут сказать вслух слово из 5 букв и призывают искать во всех сложных временах позитивные моменты, забыть и двинуться дальше. Мне бы никогда не пришло в голову искать позитивные моменты в черном, липком, беспросветном ужасе, за который я тоже несу ответственность. Но мне немножко неловко это писать. Сейчас у меня действительно все хорошо. И сейчас у меня только одна причина для горя. Одна единственная. У одной из участниц в кармане записка от Вити, содержание которой известно только ему. Наш перформанс, перформативная лекция подходит к концу и завершится последним человеком, прочитавшим эту записку. Горе бывает такой.